Всем привет! Вы на канале Твоя Психология. И начать это видео я хочу с вопроса. Как вы думаете, вы хорошо себя знаете? Могу поспорить, что вы убеждены, что отлично знаете, какой вы человек на самом деле. Но что если вы ошибаетесь? Что если внутри вас есть то, что скрыто не только от глаз других людей, но и от вас самих? Итак, сегодня вы узнаете о двух, на мой взгляд, самых интересных архетипах Карла Юнга. Начнем. Если вы когда-нибудь отвечали на вопрос «как дела?» отлично, хотя на самом деле чувствовали себя ужасно, вы столкнулись с вашим архетипом, который называется персона. Персона – один из основных архетипов, которые выделил Юнг. Давайте подробнее поговорим о том, что это за архетип. Персону можно сравнить с маской. Мы надеваем ее, чтобы казаться другим такими, какими нас ожидают видеть, или такими, какими мы сами хотим видеть себя. Маска здорово помогает нам жить в обществе и взаимодействовать с окружающими. С ее помощью мы можем быть идеальным работником, примерным семьянином или хорошим другом. К тому же она защищает наш внутренний мир от незваных гостей. Это наш облик, в котором нам безопасно и комфортно. Как правило, мы выставляем на показ все лучшее, что есть в нас. Создать маску нам помогают наши амбиции и стремления. Еще на персону может влиять мнение родителей, книги, фильмы, СМИ и все, где мы можем почерпнуть образ идеального человека. Как это происходит? Нас с детства учат, что нужно вести себя определенным образом. Например, нельзя показывать свои эмоции посреди улицы. Пока мы взрослеем, общество навязывает нам образ жизни и даже приемлемые сексуальные фантазии. Ради комфортной жизни общество создает как бы моральный кодекс, согласно которому все должны соответствовать некоему идеалу человека. Вот только этот идеал часто недостижим. У всех нас есть качества, которые наше общество осуждает. Поэтому все мы хоть раз нарушим эти правила, и за это нас непременно осудят. Один раз столкнувшись с непринятием, мы будем стремиться избежать этого любыми путями. Иногда нам не остается ничего, как притвориться другими. Мы начинаем показывать себя теми, кем мы не являемся и никогда не станем. Например, мы обрабатываем свои фото в фотошопе и выставляем их в соцсетях, где тщательно прячем свои недостатки, показывая другим, как мы совершенны. В попытках угодить другим мы делаем то, чего ждут от нас, а не то, чего хотим мы сами. Мы так увлекаемся в погоне за идеалом, что забываем о том, кто мы на самом деле, кто мы под маской. Мы делаем все, чтобы поддерживать и укреплять ее. В результате большинство людей теряют свою индивидуальность. Вся их жизнь, их поступки и убеждения становятся подчинены персоне. Но куда пропадает то, что мы сами и общество не принимает в нас? Исчезает бесследно? Нет. Дело в том, что мы очень не любим представлять себя плохими людьми. Поэтому вместо того, чтобы противостоять нашим недостаткам, наш разум делает вид, что их не существует. Однако наша агрессия, дурные мысли, страхи, иррациональные желания, неприемлемые сексуальные фантазии никуда не исчезают, а хранятся глубоко в нашем бессознательном. Чем больше этого в нас и чем сильнее мы не хотим это признать, тем больше наша тень. Итак, давайте поговорим о втором архетипе, который Юнг назвал тень. Если персона – это «я глазами другого», то тень – это альтер-эго, это не я. Тень скрыта глубоко в бессознательном и имеет огромные размеры по сравнению с сознанием, поэтому может вызывать страх. Хотя тень – это не всегда что-то ужасное, скорее лишь то, что не принимает персона. Не смертный грех, но мелкий порок. Тень есть у каждого человека. Чтобы доказать это, я попрошу вас вспомнить. Вы когда-нибудь совершали что-то, о чем долго жалели? Возможно, вы на эмоциях сказали что-то плохое другому человеку и потом мучили себя вопросом: почему я так поступил? Или вдруг без особой причины вас начал бесить едва знакомый человек. Если вы вспомнили такой случай, поздравляю, вы обнаружили проявление своей тени. Еще больше примеров того, как тень проявляет себя, будет чуть позже. Увидеть тень внутри себя очень сложно. Мы боимся и избегаем своей тени, потому что тень означает нашу слабость. Другое дело в других. Только между нами, что может быть приятнее, чем обсуждать чужие недостатки? Видеть в других то, что не замечаем в себе. Это явление Юнг называл проекцией. Так как наш разум отказывается признавать наши темные стороны, а они продолжают существовать, мы проецируем их на других людей. Однако тень не может быть постоянно скрыта, она выходит наружу.
Время от времени вы можете заметить, что негативно реагируете на людей или ситуации. Эти негативные эмоции являются признаком того, что ваша тень пробуждается в ответ на старую травму, рану, которая снова открылась. Вы даже можете не осознавать, что это за травма. Я приведу несколько примеров. Если вы не готовы узнать в них себя и столкнуться со своей тенью лицом к лицу, самое время посмотреть какое-нибудь другое наше видео. А для тех, кто не боится, мы продолжаем. Тень завладевает сознанием, когда человек указывает на недостатки других. Сейчас это легче всего сделать в интернете, прикрываясь выдуманными никами. Если вы просматриваете комментарии, вы наверняка встречали людей, которые ищут недостатки всегда и во всем. Как ни странно, это происходит из-за бессознательной внутренней неуверенности. Резкое общение с теми, кто ниже по статусу, говорит о пробуждении тени. Если вы работали в сфере обслуживания, вам это знакомо. Люди очень грубо общаются с теми, кто не может им ответить. Таким образом, выходит из глубин чувство беспомощности. Тень – это идти по головам ради достижения цели. Некоторые люди очень гордятся успехами, не признаваясь себе в том, что они не один раз обманывали других и жертвовали ими, чтобы достичь успеха. Комплекс мессии посещает тех, кого посещает тень. Некоторые люди полагают, что они настолько великолепны, что никогда не ошибаются. Они объясняют все свои поступки тем, что пытаются спасти других людей, открыть им глаза. На самом деле это еще одно проявление тени – осуждение людей. На самом деле любовь к негативным комментариям того, что нас никак не касается, например, внешности или поступков другого человека, это еще одно проявление тени. Важно осознать свою тень, потому что если тень неосознанна, она может контролировать ваши мысли, чувства и действия. Но чтобы осознать, нужно сначала найти. Вот некоторые признаки того, что вы столкнулись со своей тенью. Гнев или вспыльчивость без веской причины. Если вы очень быстро и сильно разозлились, значит было задето то, что услужливо прячет ваша тень. Даже если вы поймете, что ситуация не стоила того, вам не станет легче. Дурные мысли. Может быть, вы воображали, какие ужасные вещи произойдут с вашим обидчиком или планировали месть? У всех нас время от времени возникают темные мысли. Их присутствие в нашем сознании – признак того, что у нас есть тень. Неоправданная ненависть. Всегда есть тот человек, который нас бесит. Все в нем отталкивает нас, но мы даже не знаем почему. Вроде он не сделал нам ничего плохого. Готовы узнать, в чем причина? Этот человек – ваше отражение, точнее той части вас, которую прячет тень. Избегание обнаружить сложнее всего. Мы настолько хорошо избегаем всего, что доставляет нам дискомфорт, что даже не замечаем этого. Сменить тему, переключить канал, выбрать другую дорогу, чтобы избежать неприятной встречи. Неважно, избегаем ли мы песен или мест из-за их воспоминаний, или избегаем людей или тем для разговора, все это говорит о том, что мы бежим от столкновения со своей тенью. Вечный негатив. Бывает, что у человека плохо все, и возможно этот человек поселился в вас. Если кажется, что все полный отстой, это может быть признаком того, что вы очень обидели свою тень невниманием к ней или наоборот на пути ее принятия. Сильная негативная реакция на критику. Если вы сильно реагируете на критику, яростно защищаетесь, огрызаетесь или кричите, отвлекая критикующего от темы, скорее всего вашу тень потревожили. С тенью обязательно нужно познакомиться. Для этого можно задать себе вопрос: почему я реагирую на то или иное событие или на человека именно таким образом? Что меня задело? Это поможет вернуться через эмоции к воспоминаниям, которые программируют наше поведение. Если примириться со своей тенью, увидеть дурное в себе, она перестанет раздражать. Человек не может существовать без тени. Тень – наше напоминание, что мы не такие, какими считаем себя. Идеальных людей нет. Правильно видеть все хорошее и все плохое, что есть в нас. Зачем? Чтобы это контролировать, а значит стать чуточку лучше. Если это видео наберет 1000 лайков, мы выпустим второе видео об архетипах, где подробно разберем понятие архетип, поговорим об аниме и анимусе, разберемся, как архетипы связаны с коллективным бессознательным и почему их бесчисленное множество. Благодарим наших спонсоров за поддержку нашего канала. Оформить спонсорство можно по ссылке в описании. Всем пока!